Всем привет, меня зовут Ольга, вы на канале о вязании, и сегодня я начинаю новый влог. Этот влог перед поездкой. Завтра я отправляюсь путешествовать по Беларуси. Не просто так, а еду в гости. И если будет возможность, я что-нибудь поснимаю, если нет, то когда уже вернусь, расскажу о своей поездке. Я уже подготовила маленький подарочек. Конечно же, не обошлось без маленького сувенира. Я связала еще одну пчелку по мастер-классу Анастасии Кирсановой. Эта пчелка, она выглядит очень натурально, когда приколота. Я ее делаю в виде брошки. Также ее можно сделать в виде сережки, либо в виде значка и носить на сумку, на рюкзак. Также можно использовать просто как декор для цветочных экспозиций. Этот шмелик настолько, это шмелик, да? Он настолько реалистичный, что просто не передать словами. Вот, и, конечно, когда я делала этого шмелика, я очень вдохновилась, и у меня просто появилось желание создать еще и других шмеликов, но перед этим я покажу вам вот такую вот маленькую черепашку. Я, наверное, вам вставлю какое-нибудь видео, либо фотографии с ней. Вот такая вот малышка. Я еще ее буду делать в других вариантах. Во-первых, я буду делать ее побольше и из другой пряжи, для того, чтобы получить другую фактуру. А вот когда я связала пчелку, я поняла, что я хочу связать вот такую пчелку, которую я давно хотела связать. Вот такая малышка. Мне она очень нравится. Вот так она выглядит сзади. Значит, она получается по размеру 2,5 сантиметра. И в компанию к ней по той же самой схеме я связала вот такую пчелку, которая около 4 сантиметров. У нее немного другие рожки. Вот так. Крылышки прячутся там друг за дружкой. У нее 2 пары крылышек. Вот такая малышка. Мне очень нравится она. Получилась хорошенькая. Единственное, я не знаю, может, на это, видите, смотрится широковато желтая полоска, особенно нижняя. Возможно, для такого размера я поменяю и сделаю 3 ряда. У меня здесь по 2 ряда идет на пузике. Я, наверное, сделаю 3 ряда черные, вот этот, который по центру идет, и желтый совсем чуть-чуть, потому что вот здесь вот у этой выглядит более гармонично, мне кажется, чем здесь. Наверное, так. Ну, это следующий раз, то есть я тут экспериментировала. На этом, если бы я не поехала в гости, то я бы еще продолжила. У меня есть еще идеи, каких пчелок я хочу сделать, шмеликов, но одна будет очень сложная. Я к этому моменту, к этой детали очень-очень долго иду, и мне страшно браться за нее. То есть я уже знаю, как я хочу это сделать, но я боюсь, что это будет очень время затратно и трудозатратно, потому что там нужно будет посидеть, там нужно будет повышивать, и я боюсь. Я хотела это делать, когда делала бабочек, то есть крылья, да, сделать другие крылья, не вязаные. Я хотела это делать, когда делала бабочек, но там я прям вообще очень испугалась и просто решила не делать. Вот, а здесь у шмеликов получается крылья не такие объемные, они маленькие, можно вообще сделать маленькие, то есть, ну, их специально уменьшить, потому что это все-таки игрушка, да, и попробовать именно эту технику, как я хочу сделать, на маленьких крыльях, а уже потом посмотреть, насколько это у меня быстро либо медленно получается, потому что не хочется, чтобы на крылья я тратила столько же, либо больше времени по вязанию игрушки. Одна игрушка у меня занимает от 5 часов.
И, соответственно, если я буду сидеть над крыльями еще 5 часов, а то и больше, ну, как бы, есть ли в этом вообще смысл, чтобы этим заниматься? Вот, значит, я тут подготовила пряжу, вот хотела вязать черепашку побольше размером, вот из такой пряжи гладенькой, это из ириса. И еще я... Так, больше я ничего не взяла из игрушек. И еще я в прошлом влоге говорила, что как бы вязание меня не так уже вдохновляет, но только ты это скажешь. И даже еще не выпустила влог, он вышел только вот сегодня, я еще не смотрела, что там люди пишут. Вот, я стала вязать себе вот такую вот маечку. Я думаю, что это получится укороченная майка. Значит, вяжу я из пряжи вот такой вот. Мне когда-то уже давно подарила пряжу, очень много пряжи, Галина. Галина, если вы смотрите, огромный вам привет, большое спасибо. Я когда пряжу перебираю и наталкиваюсь на ту пряжу, которую вы мне подарили, я с теплотой, с нежностью вспоминаю, как я тогда ездила, как мы разговаривали, и как это было приятно общаться с человеком, который тоже так же любит вязание. Вот, поэтому я взяла вот такую вот пряжу. Это турецкая пряжа. Значит, я думаю, что ее нет, наверное, ее не делают, да, потому что это из старых запасов. И здесь 80% полиэстер и 20% металлик. То есть это синтетическая ниточка. Она довольно такая толстенькая, но здесь не написан метраж, здесь написано, что только моточки по 100 грамм. Значит, я себе, так как забыла крючки все, когда уезжала из деревни, значит, я себе купила вот такой вот деревянный крючочек, вернее, их несколько взяла, для того, чтобы у меня были. И, если честно, я когда их купила, они стоили 5 белорусских рублей, это чуть меньше, чем $2. И мне не понравилась вот эта вот штука. Сам крючок, да, вот эта штука, сказал человек, который столько лет уже вяжет. Значит, что мне еще здесь не понравилось? Я когда делала очень тугие петли, он стал у меня выскальзывать, хотя, когда я пришла, она не дала на выбор мне, какие крючки бы я хотела, металлические, либо там силиконовая ручка, либо двойные, когда с двух сторон крючки. Она мне сразу выбрала вот эти вот и сказала, эти лучше. Вот, ну, как бы по ручке, что я могу сказать? Она гладенькая, она приятная. Сама головка мне изначально не понравилась. Я когда посмотрела, думаю, ну ладно, 5 рублей, недешево для такого крючка, я бы так сказала. На Алиэкспресс можно купить несколько крючков за эту цену, но на безрыбье и рак рыба. У меня соседи активизировались. Вот, в общем, я стала вязать типа топика. У меня получается здесь вывязан уже один моток. Я присоединила второй, и я второго мотка буду гнать вот вниз. Получается, я тут довязываю выточку на груди. Мне осталось немного здесь довязать этой выточки. И получается, вот у меня один моток и еще один целый есть. И потом там остался неполный моток, чуть-чуть там совсем. Я, когда вот вывяжу этот второй моток, я сделаю обвязку горловины, для того, чтобы не понимать, как вообще горловина садится. И, конечно, я хотела шлеечки пошире, поэтому я буду с этой стороны что-нибудь со шлейками думать. Не хочется мне такой прям оставлять, как бы я, ну, не очень люблю такие шлейки, такие майки, да, под рубашку, как-то там под джинсовку носить, наверное,
в них удобно и комфортно. Но я, в принципе, и хотела этот топ, чтобы он был у меня под джинсовку, либо под рубашку носить. Он такой достаточно плотный, на жару он не подойдет, я думаю, что он будет парить. Он такой более, ну и блестящий, да, цвет красивый, мне нравится, такой более праздничный. Посмотрим, что у меня из этого выйдет. И я не хочу его делать длинным, то есть я хочу вот там, где начинаются джинсы, там, чтобы закончился топ, то есть не вывязывать. Я себе вообще купила вот такие вот топы укороченные, и с рукавом, и без рукава, но они все короткие, и мне не нравится эта длина, то есть мне бы хотелось, чтобы они были сантиметров на 6 длиннее, поэтому решила вязать сама. Раз купить не могу, нужно связать. В принципе, у меня все творчество всегда, все рукоделие начиналось именно с этого. Когда я не могла что-то купить, я начинала делать это сама. Не могла купить игрушку, начала вязать сама. Не могла купить блокнот для вязания, я делала сама эти блокноты. Не могла там позволить себе купить украшения из бисера, я начала вязать сама. Не могла, тоже, ну, в Беларуси не было, в общем, и фриволите точно так же у меня начиналось, и много-много всякого рукоделия именно начиналось с того, что я не могла купить именно то, что мне нужно, да. Под заказ можно было сделать, но на себя всегда экономишь денег, и всегда есть мысль, что если я могу сделать это сама, зачем мне платить какому-то другому человеку. Вот. Но как итог, из-за того, что я такая жабушка, и мне жалко тратить денежки на себя, я, в принципе, очень много всего умею. Много всего попробовала и много всего умею. Не на высоком уровне, но, тем не менее, техник я знаю очень много. Вот. Так что завтра с утреца прям ряненько я уезжаю. Нужно будет очень рано проснуться, потому что я не хочу ехать после обеда или вечером. Дорога у меня будет дальняя. По Беларуси, в принципе, я не путешествовала тоже. Я вообще мало где путешествовала, но в прошлом году я одна поехала в Москву к Насте, Нэнси Упс, и это был интересный опыт, потому что когда никуда не выезжаешь, и вот так вот стрёмненько, я, конечно, рисковая такая мадам. Вот, поэтому в этом году все попроще, тут на месте, в Беларуси, ничего страшного. Я думаю, что если вдруг что-то случится, муж сядет в машину, приедет, меня заберет, если вдруг по дороге я там где-то потеряюсь. Но еду я к Оксане. Да, в принципе, этот влог выйдет потом, не вижу смысла тайну делать. Еду к Оксане, Oxy Magic, потому что мы с ней договаривались, и вот она приехала к родителям, и я решила, что это хороший повод. Она приехать ей не очень удобно, потому что маленький ребенок, а так как я своих деток пока что отправила к бабушке, и тут опять так получилось очень все вместе, и я расскажу еще одну новость, если она будет, потому что пока что мне только предложили кое-где поучаствовать. Об этом я расскажу попозже. Но вот получается на следующей неделе кухня, и мы собирались на выходных следующих ехать забирать детей. И, соответственно, ну вот к Оксане я буквально позавчера мы решили, что я все-таки еду, или вчера. И я тут начала искать билеты с горем пополам. Вроде должна уехать. Уеду или нет, об этом я расскажу вам в этом влоге. Поэтому до следующего подключения.
Итак, я вернулась с поездки, и есть хорошие новости и плохие новости. Хорошие новости — это то, что я потрясающе провела эти выходные, и очень жаль, что они так быстро пролетели. И плохая новость в том, что я вообще не блогер, и я там ничего не снимала, чуть-чуть кусочек сняла с веранды у Оксаны, где она вот показывала в предыдущих влогах в своих, когда она ездила на родину, и где она вязала, и вот эта вот стена с книжками. В общем, я там немножко засняла видео себя, но я как-то боюсь, стесняюсь, не знаю, снимать других людей, и как-то считаю, это может неуместно. Это все глупости, я понимаю. Поэтому снимала только Оксана, снимала меня. Я эти кусочки вставлять не буду, хотя они у меня есть. Это вы все посмотрите в будущих влогах у Оксаны, когда она выпустит видео. Я думаю, что это не очень скоро будет, потому что сейчас она видео выпускать не собирается, потому что не получается. Вот, поэтому, если вы там хотите посмотреть, где мы гуляли, над чем смеялись, о чем разговаривали, то это вы уже посмотрите у нее. Что я расскажу? Что мне рассказать? Я родилась на севере Беларуси, и, если честно, я стала задумываться о том, что вот многие любят путешествовать, хочется поехать куда-то в Европу или там побывать в каких-то других странах, на моря съездить. Меня это никогда не тянуло очень сильно. И, в принципе, я и не путешествовала много, где-то не была. Если путешествовала, то это был какой-то неосознанный возраст, когда просто либо это были экскурсии с классом, когда там лучшие моменты — это посидеть в автобусе, поржать, чего-нибудь поесть, там, ну, вот так вот проводить время. Либо с родителями, когда родители просто возят тебя, а ты со своим детским мозгом еще ничего не понимаешь, не разбираешься в этом, не ценишь этого, потому что, ну, ты вообще не понимаешь, ну и что тут такого. А вот именно когда ты уже вроде созрел, и не получалось путешествовать, поэтому я бы хотела в будущем это упущение исправить. Я очень хочу попутешествовать, но меня не тянет именно за границу выезжать. Я хочу побывать в разных уголках Беларуси, потому что в Беларуси есть где что посмотреть, есть просто потрясающие места. Там, ну, реально можно найти интересное везде. Не обязательно выезжать куда-то очень далеко. Ну и здесь, получается, я родилась на севере, Наровля находится на юге Беларуси, и я туда не ездила никогда, в принципе, потому что это юг Беларуси, была вот эта Чернобыльская катастрофа, как-то и родители ограждали, ну и, в общем, я туда никак никогда не планировала ездить. И вот только в этом году я поехала туда, и это было здорово, когда ты думаешь, что там что-то будет по-другому, что-то не так, а ты едешь, и просто, ну, дорога была как дорога домой. То есть, когда я езжу к родителям, она такая же, как везде. То есть, это прекрасные поля, потрясающие леса, и ты смотришь эти озера, реки, ну, это здорово. То есть я поехала как будто к себе домой, скажем так. Вот. И что-то такого потрясающего я от этой поездки не ждала, потому что я путешествовала по Беларуси.
Но я поехала к замечательному человеку в гости, к Оксане, которая... Я не думала, что настолько мне будет с ней хорошо. Ну, я этого не ожидала. Мне даже сложно передать это словами, насколько нам было классно. И мы там ничего такого сверхъестественного не делали. Там даже мама Оксаны сказала: вы как старые бабки сели, вяжете тут и лясы точите. Но мне этого и хотелось. Мы там погуляли. Я впервые увидела Припять. На севере Беларуси есть большая река Западная Двина. Я ее видела, и в принципе мне показалось, что это, вот, знаете, как родная сестра нашей Западной Двины, только другого цвета. Западная Двина, она синяя река, Припять, она коричневая река, но, наверное, больше. Красиво, очень красиво. Город спокойный, уютный, и мне там было реально вот как будто я приехала просто домой. В общем, видео у меня нет, мы ничего с Оксаной не снимали, много очень разговаривали, темы были разные, и я отдохнула по полной программе. Мне было восхитительно, не передать словами. И я, конечно, бы хотела побыть там подольше, но сегодня должны вот после обеда привезти кухню, и скоро надо было бы нам забирать детей уже, потому что август на носу. Они и так у бабушки уже 2 месяца, нужно их забирать домой, они скучают, и мы скучаем, и, в принципе, нужно будет потихоньку готовиться к школе. Поэтому времени побыть там не было подольше, к сожалению. Ну и, в принципе, я такой человек, который не хочется очень сильно напрягать людей, чтобы приехать вот так в гости и быть там долго, пока хозяин не выгонит. Да. Я так дозированно. Вот немножко не хватило, но, возможно, вот это вот то, что немножко не хватило еще пару дней, еще вот побыть, ну хотя бы чуть-чуть, возможно, вот это вот и круто. Я поехала туда не с пустыми руками. Я завезла Оксане небольшой подарочек. И она, конечно же, подарила мне небольшой подарочек, пряжу. Я хочу вам ее показать. Если вы не подписаны на канал Оксаны, я советую вам подписаться, потому что... Вернее, подписаться тем людям, которым интересна пряжа носочная. Я понимаю, что некоторые не переваривают носочную пряжу, потому что носочки надоели, но ведь это просто название пряжи. Мы привыкли пряжу, которая 75% или обычно 85% шерсти, там 15% акрила с метражом 400 метров в 100 граммах приблизительно, да, туда-сюда. Мы ее привыкли называть носочной. Но ведь из этой пряжи можно вязать не только носки. Оксана, кстати, вязала джемпер с носочной пряжей тоже, и это смотрится очень классно. Я ей завезла тоже носочную пряжу Happy Fit от Газал и предложила ей не тратить эту пряжу на носки, а связать шлем или шапочку для своего сына, потому что Happy Fit, она такая пряжа очень классная именно для шапочек, для варежек каких-то. Да, она идет секционная, но при этом на носочки, они классные носочки. Я своим детям вязала из этой пряжи носки, но она больше, наверное, все-таки подходит для каких-то изделий. Минус в том, что она секционная. И, например, на большие изделия нужно очень сильно продумывать модель, чтобы что-то связать такое интересное. Поэтому давайте я вам покажу, значит, что я привезла. Я привезла вот такие вот моточки Alize Super Wash такой расцветки.
Думала, что в дороге повяжу, но не повязала. И вторая это Нака Боха. Из этих артикулов я вязала носочки, они мне нравятся. Что Нака, что Ализе безумно нравится. У детей таких носочек хватает. Я думаю, что я еще свяжу. То есть я буду вязать пару себе, либо там пару старшей дочки и потом остатки вывязывать для младшей дочки, потому что ножка растет уже у детей, приближается ко взрослой. Вот. И второй такой синий, но у меня голубой, да. У меня старшая дочка любит голубой цвет, синий, и я думаю, что, возможно, я и ей такие вот носочки свяжу. А вот для средней дочки такие носочки. Возможно, мне хватит себе связать невысокие носки и средней дочке вот из этой пряжи, потому что дети очень любят в этих носочках ложиться спать. Не знаю почему, как-то в обувь они ее не очень любят носить, но вот вечером после купания, либо просто спать лечь, когда прохладно, они вот именно любят мои носочки, не покупные хлопковые, а именно мои. И вот Оксана, последнее видео, которое у нее было, она покупает стоковую пряжу носочную. Она об этом все рассказывала, я вам повторять не буду, потому что, если честно, я послушала и боюсь вступать в те чаты, на которые она оставляла ссылки. Я боюсь за свой бюджет, потому что я не смогу там остановиться и скуплю всю носочную пряжу. В общем, она мне подарила еще вот такую пряжу. Это еще не перекрученная. Я не знаю, что это за артикул. Вот такие расцветки. Буду вязать тоже носочки. Вот, кстати, возможно, для средней дочки. И там вот стоковая пряжа, она, получается, идет не по 100 грамм, а бывают такие вот небольшие отмоты. Плюс она там бывает разного качества, но очень выгодно. Очень выгодно. Если вам нравится носочная пряжа, я вам правда рекомендую пройти на канал Оксаны и посмотреть. И вот такой еще моточек она сматывает. Вот такие красивые моточки. Это, если я не ошибаюсь, Регия. Вот. Красивые тоже оттенки. Свяжу себе носочки. Я, кстати, Оксана мне, по-моему, дарила Регию. И я вязала себе носочки, но я носки ношу, когда холодно, либо когда заболеваю. Так, в принципе, я не очень люблю носить носочки. И еще Оксана мне подарила вот такую пряжу. Нака Ангора Люкс Color. Да? Значит, здесь мохер, шерсть, 5 мохер, 15 шерсть и 80 акрил. Она тоже секционная пряжа. И я сейчас задумалась, я хочу себе на зиму чуть попозже. Сейчас я себе топ вяжу, я, кстати, вам покажу, на каком я этапе. Значит, я хотела бы такой связать себе джемпер, но я даже не знаю, хочу я его спицами, либо хочу крючком. Взять спицы побольше и связать типа такой, как паутинки, но, опять же, секционная пряжа, да. Я думаю, что мне нужно будет вязать не по кругу, как я люблю, а вязать отдельно спинку, отдельно перед, потом это сшивать и, возможно, рукава уже вывязывать от пройм, идти, чтобы это смотрелось получше. Либо, я думаю, крючком вязать. Крючком можно было бы связать, хотя и спицами так можно, от одного рукава поперечным вязанием к другому рукаву. Но вот не знаю. Пока думаю. Пока обдумываю. Если у вас есть интересные модели именно джемперов, кардиган я не хочу себе вязать. Я кардиганы как-то так не очень люблю вписывать в свой гардероб.
а вот какой-то джемперочек, либо пуловер, либо даже свитер. Но свитер надо плотно вязать, а я хочу именно такой типа паутинки, но не паутинку. И вот если вы знаете какие-то интересные модели, чтобы вот хорошо шел переход цвета, пришлите мне, пожалуйста, ссылки, либо, может, вы вязали из пряжи такой, либо похожий. Чаще всего такую пряжу используют для шалей, потому что они очень красивые. Вот даже на рисунке здесь показана шаль. Но я не хочу шаль. Не хочу шаль, хочу джемпер. Вот именно все-таки я хочу с круглой горловиной и хочу джемпер. И, наверное, все-таки спицами. Но я могу поменять мнение, если вдруг вы мне подскажете какую-нибудь интересную модель крючком. Вот. Я в последнее время что-то вот за последнюю неделю поняла, что я хочу вязать изделия именно крючком. Почему-то меня на данном этапе отвернуло от спиц. Но в предыдущем влоге я говорила, что вязание меня не так вдохновляет, я как бы спокойно к нему отношусь, но за прошлую неделю я навязала столько. Во-первых, я игрушки вязала, я вам показывала в предыдущем кусочке. И я за неделю связала себе топ. Ну, я еще его не довязала, но я его сегодня закончу, потому что мне осталось там пару рядов и сделать обвязку, запрятать кончики. Там он все уже, я оформила горловину проймы, и он готов. Я не знаю, как это работает, когда ты говоришь, что мне больше что-то не интересно, а потом это снова становится тебе интересно. В общем, топ. Кстати, крючок, который я покупала, я его приклеила, но он у меня сломался. Не прожил и неделю даже. Ну, то есть просто выскочила здесь. Я на клей посадила. Главное правильно посадить на клей, чтобы было удобно вязать. Но я вроде сделала все хорошо. Значит, топ под кодовым названием «Кольчуга». Я вам показывала, значит, из какой пряжи я вяжу. Этой пряжей со мной поделилась Галина. Галина, большое спасибо. Эта пряжа долго лежала. Я ее один раз только использовала. Вязала дракошу по мастер-классу Анастасии Кирсановой из велюра. И оформление, велюр там такой был баклажанового цвета, красивого. И оформление я делала именно этой пряжей, потому что по толщине они были похожи. И это смотрелось очень красиво, потому что пряжа с люрексом, но она деручка. Почему кольчуга? Потому что она очень жесткая получилась. Возможно, надо было крючок побольше взять, но я уже переделывать ничего не буду. Она жесткая, и за счет люрекса она, ну, чувствуется, то есть нет такой вот мягкости, как контеночек, такая вот эта пряжа Alize Diva Plus. Она такая мягенькая, приятная, струящаяся, а это прям такая вот как мочалка, как мочалка. Я вам ставлю фотографию, до какой степени я довязала, когда была у Оксаны. Как раз у нее и сфоткалась, я ей показала, что, как это выглядит, то, что я вязала. Вот, с джинсами, в принципе, длина хватала. Но я приехала домой, померила этот топ с шортами джинсовыми, которые я ношу. И там все-таки вот чуть-чуть длины не хватает. Поэтому я решила еще связать 5 рядов и обвязать потом столбиками без накида. Вот. Так, а еще у меня случилось небольшое горе, когда я приехала. Значит, я приехала, решила сделать стирку сразу же в тот день, чтобы все у меня было в порядке, так, ну, разгрузиться. Меня дома не было 3 дня и 2,5 дня, да. В общем, я бросила в стирку майку с брошкой-пчелкой. И я это поняла только когда стирка уже была
то есть машина уже постирала, уже стала полоскать. И я поняла, что я бросила туда брошку. Мне так было обидно, потому что, ну как вообще я вот... Как я так смогла? В общем, когда я доставала стирку, я, ну, как бы, да, эта брошка не прям там делается неделю, но я потратила на нее время, и было бы жалко, если бы она испортилась. Но когда я ее достала, с ней ничего не случилось. Я подкрашивала желтый цвет, чтобы он был более яркий. И я вам сделаю подсъем, вставлю, чтобы вы посмотрели. Цвет не поменялся, не вымылся, ничего с ним не случилось. И, в принципе, с этим шмеликом тоже ничего не случилось. То есть его можно спокойно стирать, ничего не отвалилось, ничего там не произошло, все лапки на месте, крылышки на месте. Да, там все пришито, кроме крепления приклеено. Но все остальное, все на месте. Это круто. Вот такой вот получается такая случайность. А вывод для меня, что мои даже маленькие изделия можно стирать, и с ними ничего не произойдет, все с ними хорошо. Ну, об этом мне, в принципе, говорили когда-то. У меня был заказ давным-давно. Заказывала девушка, и она сказала, что у моего мужа аллергия, я все изделия перестирываю. Неважно, там, как вы стираете, не стираете, я все равно все перестирываю, у него там на пыль или на что, аллергия. В общем, все, что бы она ни купила, она стирает. Я ей объясняла, что ну как вы будете стирать такие маленькие игрушки. Там были дракоши, она заказывала несколько штук, и, наверное, еще какие-то, может, зайчик и мишка. Вот, и она постирала, и тогда тонировка пастелью, она стерлась, смылась, она мне об этом написала, но я предупреждала, что после стирки это произойдет. Но с самими игрушками ничего не случилось, глазки не выпали, ничего там не отвалилось, все нормально. То есть она постирала, все хорошо было. Я еще тогда знала, что в принципе можно стирать миниатюру, но никому не рекомендую. То есть сухая чистка, там пыль стереть, в контейнерах хранить, чтобы они не пылились. Вот, доставать желательно чистыми руками, чтобы грязная не становилась. Но стирать можно, как оказалось. Вот, значит, топ я довязываю, потом заброшу в стирку. Я думаю, что он после стирки должен немножко поменяться. Возможно, если с ним ничего не произойдет, то есть он никак не станет мягче после стирки, возможно, я его отпарю, чтобы он был более струящимся. Так, еще сейчас покажу вам, не взяла одну. Так, значит, я себе купила краску по ткани и коже. Вообще, для игрушек, ну, не всегда. Для некоторых деталей в игрушках я использую краску по ткани. И я использую краску Декола, называется, да. Там нет коричневого цвета. И, значит, я решила поискать коричневый цвет. Коричневый цвет я нашла и заказала вместе с белым цветом вот такую вот окраску. Я ей еще не пользовалась, поэтому ничего не могу сказать, но думаю, что все будет с ней хорошо, потому что это все-таки краска по ткани, то есть она должна для моих нужд подойти. Вот, значит, купила краску. И еще купила, у меня закончилась ниточка. Я очень люблю оформлять игрушки, там глазки, носик вышивать именно вот этой вот ниточкой. Madeira Aerofil черного цвета. Тоже на Wildberries нашла две бобинки. У меня закончилось. Я сейчас пользуюсь Гутерманом тоненьким. Они, в принципе, похожи, Madeira и Гутерман.
Но я настолько люблю именно Мадейру, столько игрушек ей оформлено, что я решила себе заказать. И вообще я бы хотела собрать коллекцию именно Мадейры разных цветов. Эта ниточка, она в 2 раза тоньше, чем мулине, любое мулине. Единственное, что мулине Мадейра, наверное, вот она все-таки потолще чуть-чуть, чем эта ниточка, но потоньше, чем любое другое мулине. Казалось бы, да, мулине, что тут такого, какая разница, но нитки отличаются, когда проходит столько времени, то есть миниатюру я вяжу с 2018 года, и есть с чем сравнить. По-моему, я в каком-то видео о миниатюре об этом рассказывала, но, возможно, нужно было бы какой-то обзор именно на разные ниточки снять. Нужно подумать на этот счет. Но я не знаю, насколько актуальна информация вообще про миниатюру, потому что мне под одним из мастер-классов даже написали, что как обучающее видео можно было бы снимать и на пряже потолще, чтобы было видно. Но это был только один такой комментарий. У меня очень узкая ниша в вязании, и очень много людей не понимает вообще, для чего вяжутся такие игрушки, и сами тоже не очень любят вязать. И я смотрю, что наиболее популярные игрушки там, где все ввязывается, вывязывается. Но когда детали идут, практически все детали отдельно делаются, даже ушки, даже там какие-то крылышки, либо там зубчики какие-то у дракоши, если делать. Если вот я вяжу, либо когда петушка я там делала, какого-то курочку, это все делается отдельно. И я смотрю, что девочки, которые продают на ярмарках, они такие игрушки не любят, и, соответственно, ну, им это не интересно, да? Но как такой вид искусства, возможно, это интересно посмотреть, что такое тоже можно делать. Вот, значит, купила себе ниточки. Чем я буду заниматься? Значит, сегодня уже полдня прошло. Впереди тяжелая неделя. В том плане, что снова начинается ремонт. Будут делать кухню. Я надеюсь, что сегодня привезут. Возможно, что сегодня не привезут, привезут завтра утром. Но, тем не менее, соответственно, снимать я на этой неделе, наверное, не буду. Но не знаю. Вот, на этом я влог закончу. Буду наслаждаться той эйфорией, которую я получила, съездив к Оксане в гости. И я Оксане говорила, что вот в прошлом году я ездила в гости к Анастасии Кирсановой. Я тогда об этом не рассказывала на канале, я ничего не снимала. И когда Настя предложила снять эфир вместе, поболтать, поотвечать на вопросы, я сказала, что нет. Казалось бы, да, ну, в качестве какой-то даже рекламы можно было бы это сделать, но для меня такие поездки, я их отношу только для себя. Я такая жадная и не хочу ни с кем делиться. И мне сложно передать именно те эмоции, которые я получаю. Не хватает у меня на это слов описать все. Просто не хватает. И вот эти моменты мне не хочется тратить и смотреть на эти моменты через камеру. Это, знаете, как я вот когда хожу к детям на утренники, либо какие-то выступления, когда у них были, бабушки и дедушки просят, чтобы я снимала это на камеру, чтобы потом они посмотрели, порадовались на память. Но я понимаю, что
Но мне так не хочется это делать, смотреть на вот этот вот момент, которого именно вот момент, который сейчас, его больше не будет. И мне не хочется смотреть на этот момент через камеру. И поэтому я не снимаю обычно, а потом жалею. Вот. Такие дела. Такая вот я. Мы даже не сфотографировались с Оксаной. Ну ладно. Это повод, чтобы снова встретиться. И в следующий раз я постараюсь пересилить себя и все-таки поснимать что-нибудь вместе с ней. И я бы очень хотела, чтобы это было поскорее. Вот. Спасибо большое вам за внимание. Увидимся в новом видео. До новых встреч и пока-пока. А еще я не сказала вам маленькую деталь о том, что с пятницы по понедельник, пока я была у Оксаны в гостях, как правильно нужно ездить в гости, у меня почти минус 1,5 килограмма, минус килограмм 400. Я уезжала, вес был 68,3, а сегодня 66,9. Это круто, потому что я снова вернула свою норму, и хватит уже экспериментировать. Все-таки нужно держать себя в руках и мотивировать этим других людей. Конечно же, что-то я себе буду позволять, но пищевое ядро будет оставаться таким же. Оксана, спасибо тебе за вкусную еду. Между прочим, это несмотря на то, что вообще-то в Наровле изготавливают очень вкусный зефир и пастилу. И мы кушали там и пастилу, и зефир, и даже коровку, конфеты. Несмотря на это, мы все равно похудели. Какой вес потеряла Оксана, я думаю, что она расскажет у себя на канале. Но, как факт, я рассказала, сколько я потеряла в весе. Я не страдала, меня там вкусно кормили, и все равно вес ушел. Это здорово. Все, теперь точно отключаюсь. Пока.